Пока все взгляды были прикованы к Джину, на заднем плане произошло нечто другое, и большинство этого не заметили. Ни слов. Ни объявления. Просто тихий момент между Тэхёном и Чингуком, который мгновенно взбудоражил ARMY. Было ли это случайно или намеренно? Потому что то, как Тэхён притянул Чингука ближе к Джину, совсем не выглядело случайным. Фанаты начали пересматривать трансляцию снова и снова, задавая один и тот же вопрос: почему именно сейчас? И однажды увидев это, уже не сможешь забыть. Поначалу трансляция не казалась необычной. Джин говорил, легко улыбался, заполняя пространство так, как всегда, комфортно, знакомо, безопасно. Его голос поддерживал этот момент, направляя внимание фанатов именно туда, где оно было бесчисленное количество раз до этого. Если бы вы смотрели трансляцию невзначай, вы бы подумали, что ничего не изменилось. Но на заднем плане что-то изменилось. Это не было громко. Это не было драматично. Это не требовало внимания. И все же это изменило все. За спиной Джина Тэхён наклонился ближе. Не резко. Не небрежно. Сначала была пауза, достаточно длинная, чтобы казаться преднамеренной. Затем его рука медленно и целенаправленно двинулась, обняв Чингука за плечи. Чингук не отстранился. Он не отмахнулся. Вместо этого он наклонился ближе, как будто расстояние между ними вдруг показалось слишком большим. И никто не произнес ни слова. Именно это больше всего встревожило фанатов, потому что молчание в такие моменты говорит громче слов. Сначала ARMY отреагировали с недоумением. Видеоролики ставили на паузу, пересматривали, увеличивали изображение. Комментарии сыпались со всех сторон с одним и тем же вопросом: «Вы это видели? Это было сделано специально? Почему это было так тяжело?» Объятие не было игривым. Оно не было преувеличенным. Оно не было сделано на камеру. Скорее, оно выглядело как что-то, что вырвалось само собой, не обработанное, не фильтрованное, не запланированное. Выражение лица Чингука выдало его. Улыбка не коснулась глаз. В них была мягкость, смешанная с чем-то более сложным для определения. Облегчение. Утешение. Или, может быть, что-то, чего он не хотел, чтобы кто-то заметил. Тэхён слегка сжал руку, словно тоже это почувствовал, словно что-то говорил, ничего не говоря. А Джин продолжал говорить. Этот контраст сделал момент еще более спорным. Он не обернулся. Он не отреагировал. Он не прервал поток. Заметил он это или предпочел проигнорировать, никто не знает. Но этот контраст невозможно было игнорировать. Джин, стоя лицом к фанатам, спокойный и собранный, в то время как позади него на виду разворачивалось нечто глубоко личное. Некоторые фанаты назвали это инстинктом. Другие – защитой. А некоторые шептали слова, зная, что это вызовет споры. Было ли это утешением после трудного момента? Уверенностью, понятной только им? Или посланием, которое должно было быть увидено, но никогда не объяснено? Потому что если это ничего не значило, почему это выглядело так, будто значит все? Время начала трансляции ухудшило ситуацию или улучшило ее, в зависимости от того, кого вы спросите. Не до начала трансляции. Не после. А во время нее. Пока тысячи людей смотрели. Пока Джин говорил. Пока никто не должен был смотреть куда-либо еще. Именно это превратило любопытство в одержимость. Люди начали складывать пазлы. Всплыли старые моменты. Пересматривались прошлые интервью. Выражения лиц, которые когда-то казались обычными, вдруг стали восприниматься как нечто нагруженное смыслом. Фанаты реагировали уже не на объятия. Они реагировали на закономерность, которую, как им казалось, они узнали, но никогда не были уверены, что им разрешено о ней говорить. И все же никаких объяснений не последовало. Никаких уточнений. Никаких шуток, чтобы это опровергнуть.
Никаких случайных комментариев, чтобы смягчить последствия. Трансляция закончилась, но напряжение не исчезло. Оно затянулось, тяжелое в последовавшей тишине. Потому что, когда что-то настолько незначительное вызывает такую сильную реакцию, это обычно означает, что это затронуло что-то более глубокое, что-то неразрешенное, что-то незавершенное. И самое тревожное. Объятия не выглядели как начало. Казалось, что все происходило задолго до включения камер, и этому не было конца. Но почему это случилось именно тогда? Почему именно в этот момент? И почему Тэхён продержался чуть дольше, чем нужно? Ответов на эти вопросы не было в первой главе. Затем последовал не хаос. Это было нечто более тихое и гораздо более опасное. Тишина распространилась быстрее, чем мог когда-либо распространиться шум. Через несколько минут после окончания прямой трансляции начали распространяться видеоролики. Неочевидные. Не общие планы. Фанаты обрезали кадры, замедляли видео, приближали детали, которые никто не должен был замечать в реальном времени. Застывшие пальцы. Плечо, наклоненное к зрителю. Точная секунда, когда Чингук перестал улыбаться. Объятие стало неподвижным изображением. А неподвижное изображение стало вопросом. Потому что когда что-то застывает, это порождает интерпретацию. Некоторые утверждали, что это всего лишь привычка, годы близости, мышечная память, комфорт между людьми, которые выросли вместе. Но другие не были убеждены. Они указывали на то, как менялась поза Тэхёна непосредственно перед движением. На мгновенную реакцию тела Чингука, словно он этого ждал. Ждал. Это слово смутило людей. Тэхён не смотрел в камеру. Его взгляд был опущен, направлен куда-то, что мог видеть только Чингук. В его выражении лица не было никакой игры. Никакого осознания того, что за ним наблюдают. Скорее, казалось, что он забыл, где находится. Как будто прямой эфир, камеры, зрители, ничего этого не существовало в течение короткого, хрупкого мгновения. Именно это придавало всему происходящему реальность. И Чингук не колебался. Эта деталь имела большее значение, чем кто-либо хотел признать. Колебание предполагает выбор, а его не было. Его тело наклонилось вперед, прежде чем разум успел это осознать, как будто его чувства перевешивали риск быть замеченным. Его плечи расслабились. Не резко. Не очевидно. Но достаточно, чтобы фанаты заметили это, если присмотрятся внимательнее. Комфорт не выражается громко. Это капитуляция. А капитуляция происходит только тогда, когда человек чувствует себя в безопасности. По мере того, как теории становились все громче, росло и беспокойство. Не из-за того, что люди думали о значении объятия, а из-за того, чего оно не делало. Оно не искало одобрения. Оно не спрашивало разрешения. Оно не пыталось объяснить себя. Оно просто существовало. Кей-моменты трудно контролировать. Затем всплыли старые кадры. Закулисные съемки. Взгляды, которые длились на полсекунды дольше, чем нужно. Прикосновения, которые раньше казались игривыми или братскими, теперь воспринимались иначе в этом контексте, более значимыми, почти преднамеренными. Фанаты начали замечать закономерность в близости. Тэхён всегда приближался, когда Чингук замолкал. Чингук замыкался в себе, когда рядом был Тэхён. Это не было постоянным. Это не было очевидным. Это было избирательным, а избирательная близость подразумевает осознанность. Затем появилась роль Джина, намеренная она или нет. Его присутствие впереди создавало естественное слепое пятно. Внимание переключалось на что-то другое. Фокус отвлекался. Идеальное прикрытие для чего-то, что не должно было быть в центре внимания. Совпадение? Возможно. Но момент казался слишком точным. Некоторые фанаты задавались вопросом, знал ли Джин.
Другие настаивали, что он должен был знать. А некоторые предположили нечто более тревожное, что он заметил это и решил защитить момент, не признавая этого. Никаких доказательств. Только интерпретация. А именно интерпретация приводит к расколу фандомов. Что никто не мог отрицать, так это изменение атмосферы. Даже после окончания трансляции энергия сохранялась. Следующие появления казались более сдержанными. Выражение лица Чингука было сложнее понять. Ничего драматичного не произошло, но в этом и заключался смысл. Отсутствие объяснений стало объяснением. Если бы это было бессмысленно, это бы отмахнулись. Если бы это было случайностью, над этим бы посмеялись. Но вместо этого ничего не было. А ничто не оставляет места для всего.